Здравствуйте, коллеги! И сегодня снова про дурно пахнущую сделку, которая была на российском рынке, связанная с компанией, с золотодобывающей компанией Петропавловск. Основной вопрос был следующий. Недавно президент, буквально там позавчера, подписал указ о разрешении совершения сделки по приобретению активов компании Петропавловск компанией УГМК Инвест. Да? И основной вопрос заключается в том, что это был за указ, да, и какие последствия он имеет для российских акционеров, держателей именно российских акций. Сразу хочу сказать, что по сути дела для российских акционеров этим указом вот то плохое положение, в котором российские акционеры находятся, ничего принципиально не меняется. Чего касался конкретно указ президента. Указ позволяет покупать активы, по сути дела, иностранной компании, английской компании Петропавловск, российской компании УГМК Инвест. Речь идет именно об активах компании, да, вот о тех самых 4 золотодобывающих предприятиях, рудниках. Речь идет не о покупке или продаже акций, а только о активах. Соответственно, возникает вопрос, а зачем тогда необходимо было одобрение президента? Под видео я выложу, как обычно, все документы, ссылки и так далее. Если вы помните, после начала спецоперации президент выпустил указ, согласно которому все сделки по стратегическим предприятиям между иностранными компаниями и российскими совершаются только с одобрения президента. В данном случае, получается, президент Российской Федерации и одобрил эту сделку по приобретению активов от иностранной компании Петропавловск российской компании УГМК Инвест. Конечно, мой комментарий по этой ситуации. Дело в том, что по сути дела ничего не меняется. Мы с вами помним, что внешние управляющие в процедуре банкротства компании Петропавловск уже принимали решение о том, что да, они не видели, оказывается, другой возможности реструктуризации или еще чего-то, видели единственную возможность избавиться от активов компании Петропавловск, продав эти предприятия только активы, не акции, не еще что-то, да. Соответственно, президент всего лишь одобрил вот эту возможность, да, то есть он сказал, что да, я не против, пусть эта сделка с иностранной компанией происходит. Получается следующая история. После этой сделки кто получает выгоду? Безусловно, акционеры идут лесом, получают активы компании УГМК Инвест, и погашаются обязательства только перед кредиторами, значит, Петропавловска, да, и в первую очередь перед держателями евробондов, да. То есть опять же мы видим, что, к сожалению, интересы российских акционеров никак не учитываются, да. Идет расчет по евробондам, по обязательствам с недружественными нами юрисдикцией, с недружественными нашей стране гражданами, а вот про российских акционеров опять забыли. Поэтому, к сожалению, можно сказать, что да, пока все как было, так и остается. Да? То есть интересы российских инвесторов никому нахрен, прошу прощения, не сдались, к моему огромному сожалению. Какие наши дальнейшие действия, уважаемые коллеги? Да? Мы тут с нашими коллегами очень долго разбирались. Еще раз призываю к тому, что под видео мы выложим все данные нашей группы, где жалобы, обращения в госорганы, которые обязательно нужно писать. Отдельная благодарность средствам массовой информации, с которыми мы сейчас работаем, они готовят массу публикаций. Но наш следующий юридический шаг, кроме жалоб, обращений, работы с средством массовой информации, это подготовка искового заявления в российские суды с требованием проведения процедуры банкротства компании Петропавловск и активов компании Петропавловск в российской юрисдикции, то есть в российских судах. Не буду вдаваться в юридические подробности, но могу сказать, что мы нашли такую возможность. Да? Под видео я выложу для тех, кто для ценителей юриспруденции, да, я думаю, что есть среди нас и такие, к счастью огромному, судебную практику, где четко есть примеры, когда иностранное юридическое лицо проходит процедуру банкротства на территории России. Единственное, у меня просьба, уважаемые коллеги, либо вы, либо, может быть, этим видео поделитесь с другими пострадавшими. Нам нужны только на сегодняшний день кредиторы, да? То есть те, кому компания Петропавловск должна деньги.
Это нам необходимо для того, чтобы иметь формальную юридическую возможность инициировать процедуру банкротства здесь. Потому что вы понимаете, что акционеры, держатели акций не являются кредиторами, они являются акционерами. Поэтому нам нужны либо кредиторы, либо держатели евробондов, которые, по сути дела, тоже являются кредиторами. Поэтому, если, коллеги, среди вас есть, кому компания Петропавловск должна по бондам, либо другие кредиторы, обращайтесь. Опять же, все контакты мои прямые под видео, пишите, и мы с удовольствием в самое ближайшее время запустим этот иск на территории России. И очень будем надеяться, что наконец-то в тот период, когда Россия проходит противостояние с Западом, а судьба посудила, российские компании решаются в Лондоне, мы очень надеемся, что, может быть, российская юрисдикция, судебные процедуры нас услышит. Поэтому, коллеги, в заключение хочу сказать, у нас с вами ничего не потеряно. По крайней мере, исходя из своего опыта, могу сказать, что работа только началась. Уже сейчас есть хорошая обратная реакция от отдельных госорганов. Не буду пока говорить какие, в нашей группе мы это недавно обсуждали. Под видео еще раз вся информация о нашей группе, там есть все жалобы, петиция, вся информация. Вступайте, подключайтесь, отправляйте жалобы. Ну и, конечно же, жду обращения от тех коллег, кто является кредиторами, для запуска процедуры банкротства Петропавловск на территории России. Спасибо. Дорогу осилит идущий.